Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 7 августа, среда, и мы с вами проводим промежуточный выпуск. Я извиняюсь, что до прошлой недели не было промежуточного выпуска и ответа на вопросы. Огромное количество дел свалилось внезапно. Август традиционно жаркая пора и в прямом, и в переносном смысле. И приходится работать на износ. К сожалению, не было времени записать два ролика. Да, 15 минут, наверное, можно было выкроить для того, чтобы записать промежуточный выпуск, но ответы на вопросы вряд ли бы у меня получилось выкроить время. Поэтому решил не расстраивать вас и сделать уже выпуски на этой неделе. Итак, начнем с вами, уважаемые зрители и слушатели, с того, что у нас существует Patreon, где я отвечаю на большинство поставленных вопросов. Пожалуйста, подписывайтесь. Ссылочка на Patreon есть в описании к этому ролику. Прорыв ВСУ в Курской области. Наши уважаемые зрители и слушатели, безусловно, помнят наши посты в телеграм-канале, и мы с вами обсуждали в YouTube доклады экспертов при Совете Безопасности Российской Федерации о том, что возможно потеря контроля российским руководством над некоторыми районами Курской, Белгородской, Брянской. Там, по-моему, еще упоминали Воронежскую и Ростовской области. Ну, здесь ситуация несколько более стабильна, хотя Ростовская и Воронежская области подвергаются регулярно ударам беспилотников. Но потеря над территориями также на тот момент была возможна. Я напомню, что это было практически с самого начала войны. Тогда эксперты описали абсолютно сопоставимые с реальностью сценарии, которые потом, в сущности говоря, и стали реальностью. И вот мы с вами видим один из этих эпизодов, которые тогда еще описывали эксперты. Мы знаем, да, что уже были подобные эксцессы, но сейчас ситуация несколько иная. Сейчас вооруженные силы Украины, ну или силы, которые подконтрольны вооруженным силам Украины, подконтрольным украинскому руководству, заняли несколько населенных пунктов в Курской области. Ну, на момент сегодня, сейчас раннее утро среды, и на данный момент ситуация такова. Вчера весь день проходили совещания, консультации, видеобеседы. Все в сущности в видеоформате. Реально практически сейчас в режиме офлайн встреч практически не происходит, совещаний практически не происходит. Бывает, но очень и очень нечасто. Сейчас все перекочевало в видеоформат. Есть, как считает российское руководство, защищенные средства связи для того, чтобы проводить подобные эфиры. И вот во время этих эфиров обсуждалась ситуация. Помощник президента Николай Патрушев, которого многие пытались списать, и до сих пор почему-то пытаются списать с российского политического Олимпа, хотя, обратите внимание на то, что происходит в Совбезе, все заместители нынешнего секретаря, не хочу даже называть его по имени, все прекрасно понимают, кто это. Ну, не хочу называть, потому что это ничтожество, просто ничтожество. И в Совете Безопасности он ничего из себя не представляет. Тем не менее, все контролирует Патрушев, несмотря на то, что Совбез значительно потерял в своем влиянии. Тем не менее, Патрушев влияние не потерял нисколько. Большая ошибка псевдоаналитиков размышлять на диване, думать, что там происходит. Большая глупость. Ну, происходит как происходит, я имею в виду не в головах, в сущности происходит нечто иное. Патрушев крайне раздосадован нынешней ситуацией, последними словами крыл военных, говорил о том, что данные ошибки недопустимы, ну и мы с вами понимаем, что применял абсолютно нецензурную лексику, хотя для Патрушева это не свойственно. Он человек в основном выдержанный и пытается держать в большинстве случаев себя в руках. В большинстве случаев у него это получается. То, что происходит, безусловно, это провал со стороны военных. Хотя военные сетуют на то, что нет мобилизации, недостаточное количество ресурсов человеческих, недостаточное количество вооружений. Это опять-таки одна и та же история переливается из одного сосуда в другой, и мы понимаем, что для Патрушева это не глобальный аргумент.
Он считает, что все силы и средства для того, чтобы предотвратить подобные вещи у военных были, и то, что они это не сделали. И самое главное то, что сам Патрушев не был предупрежден заранее со стороны военных. Предупреждали многие, предупреждали и военные эксперты, предупреждали и эксперты при Совете Безопасности, предупреждали еще ряд людей о том, что подобные вылазки возможны, но почему-то сам Патрушев на них не отреагировал. Ситуация интересна, ситуация в российском руководстве накалилась до предела. Сейчас в Политбюро нет больших разборок, но я вас уверяю, большой разбор полетов несомненно будет. Как только ситуация стабилизируется, как только все выйдет на какую-то более-менее стабильный и, по крайней мере, для понимания самим российским руководством трек, все произойдет, я имею в виду разборки в российском руководстве, произойдут буквально моментально, Все понимают, чей это провал, все понимают, чем это грозит в сущности для самого Политбюро, все понимают, что это грозит общей напряженностью и в российском обществе. Да, сейчас она не чувствуется. Это как черный понедельник на финансовых рынках на этой неделе. Эксперты говорят о том, что будет реакция, и она будет, правда, она будет несколько отложенной и, возможно, будет не такой яркой и внезапной, как на мировых рынках, но будет, несомненно. То же самое примерно грозит и в российском руководстве. Реакция на события в Курской области будут. Посмотрим, еще раз повторяю, как будет развиваться. Как только ситуация станет более-менее стабильной, мы увидим уже результат распри внутри российского руководства. Теперь перейдем, что касается замедления YouTube, блокировки YouTube. Прискорбные события. Наши уважаемые зрители и слушатели предупреждены заранее. Мы говорили многократно. Советуем запастись достаточно хорошим VPN. Наши уважаемые зрители и слушатели, которые не очень разбираются в компьютерной технике, в современной технике, в смартфонах, пожалуйста, попросите своих близких родственников, друзей, чтобы они установили вам нужные программы. VPN, будь то и есть еще программы, которые позволяют обойти замедление YouTube. Сейчас нет полной блокировки, сейчас есть замедление. Когда говорят, что не будет полной блокировки, люди глубоко ошибаются. Полная блокировка YouTube возможна. Да, это не произойдет в ближайшее время. И сейчас российское руководство анализирует ситуацию. Пытается понять, что делать дальше. То ли ослаблять замедление, то ли наоборот приходить к полной блокировке. Сейчас решается вопрос. Огромная просьба к нашим уважаемым зрителям и слушателям. Пожалуйста, обеспечьте себя возможностями пользоваться YouTube. Для этого существуют, я не буду сейчас рекламировать эти программы или называть их, в том числе для того, чтобы эти программы не были заблокированы. Есть достаточное количество VPN-сервисов, которые помогают обойти замедление. На сегодняшний день это еще не блокировка, это замедление, которые помогают нормально справляться. Есть возможности, они немалые, да, для людей, которые ленивы, либо которые полностью не разбираются и у которых нет возможности пообщаться с молодежью, которая в этом понимает и разбирается. Да, для них, возможно, это будет проблема. Но для большинства людей, которые стремятся получить доступную, самое главное, правдивую информацию, она есть и в YouTube, есть в Telegram. Пожалуйста, уважаемые зрители и слушатели, сделайте, пожалуйста, определенные шаги в этом направлении, я вас очень прошу. Это для вас, вам это важно, для вас это не просто необходимо. Хороший доступ в YouTube – залог того, что вы будете обладать достаточным количеством информации для того, чтобы принимать решения на будущее. А в скором будущем, извините за тавтологию, будут происходить такие события, о которых вы непременно должны быть осведомлены. Так, уважаемые зрители и слушатели, вы прекрасно знаете, что этот выпуск существует прежде всего для того, чтобы в комментариях к этому ролику вы оставляли свои вопросы. Оставляйте, пожалуйста, вопросы, и на них я отвечу уже, думаю, что в субботу или в пятницу. Посмотрим, как будет время.
на самый популярный, конечно, из этих вопросов, для тех людей, кто хочет получить гарантированный ответ на свой вопрос. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Patreon. Там я отвечаю на все вопросы. В том числе мы затрагиваем примерно раз в месяц, может, чуть больше, чем раз в месяц, вопросы мироздания. Интересные выпуски, как считают наши подписчики, пишут комментарии о том, что понравилось, просят делать почаще. Ну, пока примерно раз в месяц, может, раз в 1,5 месяца будут выходить ответы на подобные вопросы. Подписывайтесь, я думаю, что ваше любопытство будет удовлетворено. Большое спасибо, что были со мной. Хочу вам напомнить, что мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.